Всем большой привет! Очень рада, что вы заглянули на мой канал Вязаные истории. И в сегодняшнем видео я покажу и расскажу, как я вяжу вот такую божью коровку. Связана она из плюшевой пряжи. Получается двумя частями. Вяжется верхняя часть, нижняя. Потом они соединяются между собой и отдельно пришивается голова. Пряжа это Гималая Dolphin Baby, у меня красный цвет. Есть еще черный, но он давно у меня лежит, поэтому я не помню какое-то название у нее, но знаю только то, что она очень сильно сыпется. Прям очень. Но, скорее всего, не Гималая, потому что, например, та же самая красная, она сыпется намного меньше. В общем, потребуется пряжа двух цветов. Если у вас точно так же сыпется, как моя черная, то можно сделать вот эти пятнышки из обычной полухлопковой пряжи. Я буду использовать Yarnart Jeans. Кстати, вот во второй, которую сейчас будем вязать божью коровку, я сделаю полухлопковыми эти пятнышки. И как, наверное, у большинства сейчас проблема, у меня закончились глазки подходящего размера, поэтому здесь у меня глазки размером 12 миллиметров, а я использовать буду пока что, наверное, около 7, потому что это все, что у меня есть, но когда они появятся, я уже потом переделаю. Так что в видео на это не обращайте внимания, в оригинале вот здесь идут 12 миллиметров. Красная ниточка понадобится полухлопковая для вышивания улыбочки. И я оставила между двумя деталями в дно божьей коровки плотный картон, чтобы она держала форму, была устойчивая и не выгибалась под наполнителя. Крючок я использую 4 миллиметра. Так, ну вроде пока все по материалам. Если что-то упустила, я напишу в инфобоксе под видео. Так, ну что ж, приступим. Набираем 7 воздушных петель. Так, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Делаем одну воздушную петлю подъема. И дальше вяжем со второй петли от крючка 6 столбиков без накида в каждую петельку. Первый провязали, в следующую петлю вяжем второй, в следующую третий, дальше четвертый, пятый и шестой столбик. В оставшуюся петлю мы провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Теперь по второй стороне вяжем 5 столбиков без накида в каждую петлю. Первый провязали, второй, третий, четвертый, пятый. И у нас осталась одна последняя петелька. В нее мы делаем прибавку. Вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Первый, второй. Здесь можно поставить маркер в конце ряда. У меня это маркировочная ниточка. Так. Контрастного цвета. Второй ряд мы вяжем прибавку. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый,
второй, третий, четвертый, пятый. Дальше мы будем вязать 3 прибавки, то есть по одной прибавке в один столбик. Вяжем первую прибавку, в следующий столбик вяжем вторую прибавку, 2 столбика без накида в одну, и в третью мы вяжем снова прибавку. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в конце ряда у нас осталось 2 петельки. Мы вяжем по прибавке в каждую. В одну петельку вяжем прибавку и во вторую вяжем прибавку. Закончили ряд. В конце у нас должно получиться 22 столбика без накида. Очень плохо фокусируется камера на красном цвете. Очень прям по мне еле видно. Так, следующий ряд. Вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Первый столбик. Следующий вяжем прибавку. 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше вяжем 1 столбик без накида, прибавка 3 раза. Так, первый столбик без накида, следующая прибавка. Второй столбик без накида, прибавка. Третий столбик без накида, прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше вяжем 1 столбик без накида, прибавка 2 раза. Первый столбик, прибавка, второй столбик, прибавка. Закончили ряд. Следующий вяжем 2 столбика без накида, прибавка 1, 2, прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше будем вязать 2 столбика без накида, прибавка, так 3 раза. Первый столбик, второй, прибавка. Так, снова первый столбик, второй столбик, прибавка. И третий раз первый столбик, второй, прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Так, и теперь вяжем 2 столбика без накида, прибавка 2 раза. Первый, второй, прибавка. И снова первый, второй столбик, прибавка.
следующий ряд вяжем 3 столбика без накида, прибавка. Первый столбик, второй, третий, прибавка. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем 3 столбика без накида, прибавка 3 раза. Первый столбик, второй, третий, прибавка. Так, второй раз вяжем первый столбик, второй, третий, прибавка. И снова первый, второй, третий столбик, прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше вяжем 3 столбика без накида, прибавка на 2 раза. Первый, второй, третий, прибавка. Первый столбик, второй столбик, третий, прибавка. Дальше мы будем вязать 4 столбика без накида, прибавка. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Делаем прибавку. Следующим вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем 4 столбика без накида, прибавка 3 раза. 1, 2, 3, 4, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. И третий раз. 1, 2, 3, 4, прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Теперь вяжем 4 столбика без накида, прибавка 2 раза. 1, 2, 3, 4, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. Следующий ряд вяжем 5 столбиков без накида, прибавка. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Делаем прибавку. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вяжем 5 столбиков без накида, прибавка 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. И последний, третий раз мы вяжем снова 1, 2, 3,
прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3. Так. 4, 5. Так, и в оставшиеся мы вяжем 5 столбиков без накида, прибавка 2 раза. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем прибавку. И второй раз снова. 1, 2 столбика, 3, 4, 5. Прибавка. Так, это мы с вами провязали 7 рядов. Следующий 8 ряд мы вяжем столбиками без накида, без прибавок, без убавок, просто столбики без накида. Весь ряд. 1, 2, 3, 4. Довязали до конца ряда, должно получиться 52 столбика без накида. Следующий ряд мы вяжем 6 столбиков без накида, прибавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Следующий делаем прибавку. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь будем вязать 6 столбиков без накида, прибавка. И так делаем 3 раза. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Прибавка. Снова второй раз первый, второй, третий столбик, четвертый, пятый, шестой, прибавка. И третий раз вяжем снова 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И осталось у нас с вами провязать 6 столбиков без накида, прибавка 2 раза. Вяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Делаем прибавку. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и прибавка. Провязали 9 ряд. Дальше 5 рядов с 10 по 14, 10, 11, 12, 13, 14. Мы вяжем просто столбиками без накида. Довязали 14 рядов, ниточку делаем соединительный столбик следующую, ниточку вытягиваем и обрезаем, она нам больше не пригодится, красная. Готова наша верхняя часть. Все, ее откладываем в сторону. Сейчас будем дальше вязать нижнюю часть от Божьей коровки. Далее вяжем нижнюю часть, набираем 7 воздушных петель, первая, вторая,
третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Теперь делаем воздушную петлю подъема. И дальше вяжем со второй петли от крючка. Вот у нас первая. Со второй мы вяжем 6 столбиков без накида в каждую петлю. Первую провязали. Далее в следующую вяжем второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый и шестой столбик. Делаем 3 столбика без накида в одну петлю, в последнюю. Так, первый провязали, второй и третий столбик в эту же петлю. Теперь по второй стороне вяжем 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Так, и у нас осталась одна свободная петелька, в нее мы вяжем прибавку. Так, 1, 2. Это был первый ряд. Так, я ставлю маркер. Второй ряд вяжем прибавка. Пять столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше вяжем 3 прибавки подряд. Так, первая прибавка, в следующую петлю вторая прибавка и в следующую петлю третья прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Делаем 2 прибавки в оставшиеся петельки. Так, в первую петлю вяжем 1, 2 столбика и во вторую петлю мы вяжем 2 столбика без накида. Закончили второй ряд. Дальше будем вязать третий. Так, вяжем 1 столбик без накида прибавка, первый столбик прибавка, далее 5 столбиков без накида, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше столбик без накида прибавка 3 раза. Так, первый столбик, в следующую петлю прибавка, дальше еще 1 столбик, в следующую петлю прибавка и третий раз столбик без накида и в следующую петлю прибавка. Так, дальше 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5. И в оставшиеся петли мы вяжем 1 столбик без накида прибавка 2 раза. Так, 1 столбик, прибавка, второй столбик, прибавка. Провязали 3 ряда, 4-й вяжем 2 столбика без накида, прибавка, первый столбик, второй, в следующую петлю прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем 2 столбика без накида прибавка и так повторяем 3 раза. Первый столбик, второй,
Делаем прибавку. Снова первый столбик, второй, прибавка, первый столбик, второй, прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в оставшиеся провязываем 2 столбика без накида, прибавка 2 раза. Первый столбик, второй, прибавка. Снова первый столбик, второй, прибавка. Следующий ряд, это у нас получается уже будет 5. Мы вяжем 3 столбика без накида, прибавка. Первый, второй, третий, прибавка. 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше вяжем 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем так 3 раза. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. И третий раз 1, 2, 3, прибавка. Далее вяжем 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. В оставшиеся петли вяжем 3 столбика без накида, прибавка 2 раза. Первый столбик, второй, третий, прибавка. Второй раз первый столбик, второй, третий и прибавка. Дальше вяжем 6-й ряд. Четыре столбика без накида, прибавка. Первый, второй, третий, четвертый. Делаем прибавку. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий столбик, четвертый, пятый. Так, провязали. Дальше вяжем 4 столбика без накида, прибавка. И так 3 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Делаем прибавку. Второй раз вяжем снова первый столбик, второй, третий, четвертый. Делаем прибавку. И последний третий раз вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый. Делаем прибавку. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. В оставшиеся петли вяжем 4 столбика без накида, прибавка 2 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, прибавка. Первый, второй, третий. Так, я где-то пропустила петельку. Для этого вот и нужен маркер. Вяжем дальше 7-й ряд. 5 столбиков без накида, прибавка.
Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Делаем прибавку. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше мы вяжем 5 столбиков без накида, прибавка, и повторяем так 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Делаем прибавку. Второй раз вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Делаем прибавку. И третий раз вяжем. Также первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. И делаем прибавку. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. В оставшиеся петли мы вяжем 5 столбиков без накида, прибавка 2 раза. Так, второй столбик, третий, четвертый, пятый. Делаем прибавку. Так, и второй раз вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. И делаем прибавку. Довязали 7 ряд, остался у нас последний 8. Вяжем 6 столбиков без накида и делаем прибавку. Так, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Теперь делаем прибавку. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Теперь вяжем 6 столбиков без накида, прибавка 3 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Делаем прибавку. Второй раз вяжем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И снова делаем прибавку. Так, и последний, третий раз мы снова вяжем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Делаем прибавку. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. И в оставшиеся петли мы вяжем 6 столбиков без накида, прибавка, и так 2 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Делаем прибавку. И второй раз вяжем 6 столбиков, прибавка. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И делаем прибавку. Ниточку не обрезаем. Мы связали дно нашей будущей божьей коровки. Ниточку оставляем. Теперь берем кусочек плотного картона и вырезаем по форме нашего дна. Но вырезаем чуть меньшего размера, чтобы потом при соединении деталей она у нас не оказалась больше. Вот картоночку вырезаем немного меньшего размера. Вырезали
деталь. Вот она у меня чуть меньше размера получилась. Теперь будем соединять их вместе с красной. Ставим ровненько, чтобы оно потом не сошлось, потому что если будет вот здесь в одну сторону, а снизу та же самая сторона будет смотреть в другую сторону, будет несимметрично, и это будет бросаться в глаза, если развернуть божью коровку дном. Так, ставим их ровненько. И теперь будем соединять. Картонку можно убрать, чтобы она пока не мешала. Теперь присоединяемся к красной. Вводим крючок под красную и захватываем петельку, недовязанную от черной детали. Подтягиваем немножко и выводим ее через красную часть. Все, дальше будем соединительными столбиками провязывать обе детали вместе. То есть берем следующую петельку красной детали, вводим под нее крючок и одновременно сразу дальше вводим крючок под черную деталь. Получается через 2 петли. И выводим черную ниточку, делаем соединительный столбик. Снова вводим под черную и под красную деталь сразу соединительная петелька. И так вяжем примерно до середины, соединяем их. В середине будем ставить нашу картонную деталь. В моем случае это картонная, потому что у меня не нашлось пластиковой. В идеале, конечно, она должна быть пластиковой, чтобы можно было не бояться за игрушку при стирке. Потому что с картонной при стирке может случиться что угодно. И ей понадобится обязательно деликатная, чтобы ее сильно не мочить водой, чтобы картонка ее не впитала. Вот вяжем до середины. Довязали до середины, теперь ставим нашу картонную основу. Примерно, конечно, до середины. Забыла еще сказать, когда начнете связывать между собой две детали, обязательно обратите внимание, чтобы нижняя сторона, вот эта нижняя сторона была лицевая. Изнаночная оставалась внутри. Так, поставили нашу картонную деталь. Теперь довязываем также соединительными столбиками уже с картонкой примерно до 1/4. Ну, примерно, чтобы вот так оставалось, этого места будет достаточно для того, чтобы набить игрушку. Так, теперь плотно набиваем всю деталь и довязываем уже до конца также соединительными столбиками. Довязали до конца, теперь будем черной ниточкой обвязывать вот это наше не очень симпатичное место соединения, чтобы оно стало вот таким вот аккуратным. Для этого также ниточку, эту же самую черную, которую мы только что соединяли две детали. Так, просовываем крючок, вводим под черную ниточку верхнюю, захватываем черную, захватываем красную и захватываем последнюю черную. То есть у нас получается на крючке 3 петли. И выводим через них черную нить нашу. Теперь делаем столбик без накида. Снова точно так же в следующую петлю вводим крючок, захватываем 3 петли, черную, красную, черную. И снова вытягиваем ниточку, делаем столбик без накида. Также в следующую третью снова 3 петельки у нас на крючке. Вводим ниточку, делаем столбик без накида. И так по этому краешку мы провязываем до самого конца. Довязали мы до конца ряда. И теперь делаем соединительный столбик в первую петлю начальную нашего ряда. Ниточку закрепляем, вытягиваем и прячем ее вовнутрь. Так.
нашими столбиками. Все, первая деталь нашей божьей коровки готова. Такая вот она получилась. Осталось нам связать пятнышки. Я буду вязать из полухлопковой пряжи, но также покажу, как вязать их из плюшевой. Так, еще осталось связать усики. Они вяжутся быстро, тоже из плюшевой пряжи, и мордочку. И покажу, как это все собирать и оформлять.